Вечерело. Заходящее солнце окрасило воду реки в красный цвет. Завтра опять будет ветрено. Отрешенно подумала Галина Ивановна. Женщина шла по берегу и ничего не замечала вокруг. «Подумай об этом завтра», — повторяла она про себя слова любимой героини из романа. Однако в мыслях все время прокручивала сегодняшний вечер. «Боже, в чем же я виновата?» Снова спрашивала она у себя, вспоминая каждую деталь. Как сидели все вместе за столом. Она, ее сын Матвей, его будущая жена Ирина и ее родители. Как Ирина заявила, что жить будет только в собственной квартире. У ее родителей им будет тесно, а со свекровью она жить не хочет. И вот именно поэтому Галина Ивановна должна в скорейшие сроки продать свою трехкомнатную квартиру и купить им с Матвеем двушку в центре. Причем квартиру девушка уже присмотрела. А себе на ту сумму, что останется, другое жилье. Но с той ценой, что она озвучила за квартиру в центре, мне ничего не останется. Попыталась достучаться до нее свекровь. «А вы ищите лучше», — последовал ответ. «Квартира, в которой вы живете, ведь, по сути, не ваша. Ее отец для Матвея оставлял. Вы здесь вообще никто». После этих слов Галина Ивановна ушла. Матвей попытался было ее догнать, но будущая жена его резко осадила. «Сядь, пусть идет». Эти слова услышала женщина, выходя. И теперь она шла, сама не зная куда. Не хотелось возвращаться в опустевшую без сына квартиру. Не хотелось вспоминать о том, что произошло. Галина села на лавочку у реки, смотрела на волны, а с ними накатывались и воспоминания. Галя вышла замуж за Виктора, отца Матвея, когда мальчику был всего год. Его мать умерла при родах, и за ребенком смотрела Ольга Михайловна, мать Вити. Она была уже женщина довольно пожилая, поэтому с радостью приняла помощь молодой и доброй Галины. У той не было своих детей, и всю свою любовь и ласку она отдавала мальчику. Первое слово Матвея было «мама», и сказал он его Галине. Женщина тогда просто расплакалась. Вскоре Виктору предложили хорошую работу в городе, и они переехали. Позже купили трехкомнатную квартиру в спальном районе. Жили хорошо, только больше детей у них так и не было. «Мамуль, помоги мне с математикой», – просил Матвей. Он только-только перешел в 3 класс. «Иду, сынок», – всегда готова была помочь ребенку Галина. Женщина вышла на работу бухгалтером, неплохо зарабатывала, но семья была всегда для нее на первом месте. Матвей ходил на футбол и английский с 1 класса. Никто из новых городских знакомых даже не догадывался, что Галя Матвею мачеха, а не родная мать. Не знал этого и сам мальчик, пока однажды у бабушки не нашел свое свидетельство о рождении. «Мамочка, как же так?» – спрашивал сквозь слезы Матвей. «Разве я не твой сын?» «Конечно, мой, самый любимый, самый дорогой мальчик. А то, что написано в документах, это просто слова. Разве бумажка может что-то изменить?» «Ведь ты меня любишь, как родного?» – спрашивал, прижавшись к ней Матвей. «Ты и есть для меня самый родной на свете человек», – отвечала Галина, и она совершенно не врала. Виктора повысили, его зарплата стала в разы больше, появился служебный автомобиль, а свободного времени стало меньше, по крайней мере того, что он проводил с семьей. А потом Галина стала замечать, что изменилось не только это. Изменилось отношение Виктора к ней и к сыну. Мужчину стала тяготить семейная жизнь. Он возвращался все позже, от него часто пахло изысканными женскими духами. Иногда Виктор и вовсе не ночевал дома. Было много дел, отводил глаза мужчина. «Вить, ты что-то не договариваешь», пыталась поговорить с мужем Галина. «Что ты выдумываешь? Просто работы много», – отнекивался он. Однажды Галина приехала составлять смету в небольшой загородный отель. Она давно сотрудничала с хозяйкой заведения и раз в несколько месяцев бывала здесь. Хозяйка встретила ее, и они шли к ее кабинету. Вдруг у стойки администратора Галина увидела своего мужа в компании очаровательной молодой женщины в мехах и бриллиантах. «Кто это?» – спросила она, когда пара прошла к номерам.
знакомое какое-то лицо. Какой-то чиновник с любовницей. Они здесь часто бывают, всегда заказывают люксовые апартаменты. Поделилась информацией владелица. Так Галина узнала о том, что у мужа появилась любовница. Однажды, когда Виктор заснул, женщина залезла к нему в телефон, чего до этого никогда не делала, и прочла переписку с Катериной. Именно так звали соперницу. Сердце Галины не дрогнуло. Они уже давно жили как соседи. Новая должность и деньги изменили мужа до неузнаваемости. Не зря говорят, что люди проверяются властью и деньгами. Виктор эту проверку не прошел. Однако у них был сын. Вернее, сын был у Виктора, а любила Галина мальчика как своего. И именно это ее больше всего тревожило, ведь без своего 11-летнего Матвея женщина не представляла жизни. Однако ее проблема разрешилась самым удивительным образом. «Витя», — начала Галина сложный и такой важный для нее разговор, — «нам нужно серьезно поговорить». Муж, который бывал дома все реже, внимательно на нее посмотрел и тихо произнес: «Да, я и сам давно собираюсь. Я ухожу от тебя. У меня давно другая жизнь, другая женщина. Наши отношения себя изжили. Ты прости меня, Галина, но так больше не может продолжаться». «Это все так. Но как же Матвей?» — с отчаянием произнесла Галина. «Я же без него не смогу». «Ты хочешь, чтобы он остался с тобой?» Вдруг широко улыбнулся муж. «Конечно», — растерянно глядя на Виктора, ответила женщина. «Я же его растила с самого детства. Он же мой сын». «Это просто замечательно», — потирал руки довольный мужчина. «Галечка, ты просто чудо». «Я тебя не понимаю. Что все это значит?» Еще больше удивилась Галина. «Понимаешь», — начал Виктор, слегка смущаясь, «дело в том, что я и не поднимал эту тему из-за Матвейки. Катька-то моя беременна, а чужого ребенка, да еще и такого взрослого, воспитывать не хочет. Сказала, чтобы я его пристроил где-то. Сама понимаешь, молодая, гонористая, а отказать ей не могу. Ребенка моего под сердцем носит». «Матвей тоже твой ребенок. Не забыл?» «Мой. Вот и не мог решить, как поступить, чтобы всем хорошо было. Мать уже еле-еле ходит. Не потянет она воспитание парня. Думал, какое-нибудь кадетское училище, но он к этому не очень-то склонен. Ты прямо спасла меня». «Да чего уж там. Радуйся», — выдохнула Галина. «Ты тоже мне жизнь не поломал». Даже улыбнулась она. «Галечка, я вам помогать буду. И ежемесячно, и по делу. Только скажи, и квартиру вам оставлю», — заливался соловьем муж. И не обманул. Быстро оформили документы, и Галина стала полноправным опекуном Матвея. Виктор же платил хорошие алименты и помогал бывшей семье по надобности. Матвей рос умным и добрым мальчиком. Он продолжал ходить на футбол и английский, занимался с репетиторами. Пару раз сходил в гости к отцу. После этого они решили встречаться на нейтральной территории. «Мам, она такая неприятная», — заявил сын, когда вернулся от отца. «Кто она?» — не поняла Галина. «Жена новая, папина. Ужас просто. Не отходит от него, чтобы ничего лишнего не сказал. То не так сел, то не туда чашку поставил. А когда я чай на скатерть случайно пролил, она вообще чуть сознание не потеряла». Смеялся Матвей. Развод родителей он пережил совершенно спокойно. Он и не предполагал, что мог бы остаться с отцом. Время шло. Матвей взрослел. Он поступил на бюджет в престижный вуз, сам сдавал сессии, был на хорошем счету. На последнем курсе ему предложили работу по специальности в юридической конторе по соседству с домом. Зарплата была для молодого специалиста более чем достойная. Матвей прекрасно совмещал работу с учебой. На первую зарплату парень пригласил мать в ресторан. Галина и сейчас прекрасно помнила тот вечер. Ее взрослый сын ухаживал за ней, заказывал ее любимые блюда и даже ее любимую музыку. А потом он встретил эту Ирину. Девушка пришла оформлять в их контору какие-то документы. Ее консультировал Матвей. От ее цепких глаз не ускользнуло то, что парень хорошо одет
и имеет неплохие перспективы по работе. В разговоре девушка аккуратно выяснила, что живет Матвей с матерью в трехкомнатной квартире в хорошем районе, а отец у него не последний в городе человек. После этого Ирина уцепилась за парня мертвой хваткой. Галина видела, что сын меняется на глазах. Он стал раздражительным и жадным. Если раньше он легко мог заказать ресторанную еду домой, чтобы побаловать себя и мать, то теперь это прекратилось. Перестал он дарить маме и милые безделушки, которые она очень любила, а на ее день рождения ограничился скромным букетом цветов, даже слегка увядших. Это были розы, которые Галина не любила. Женщина предпочитала лилии или хризантемы, и сын об этом прекрасно знал. На день рождения матери он впервые привел свою новую девушку Ирину. Как потом оказалось, цветы выбирала именно она и решила сэкономить. Ирина зашла и по-хозяйски зашагала по квартире, как бы прицениваясь. Она без разрешения прошлась по всем комнатам, заглянула во все углы. «А что, ремонт переделать руки не доходят?» – спросила свысока. «У нас ремонт был всего 3 года назад», – ответила Галина. Девушка пренебрежительно скривилась. Также она восприняла и угощение, приготовленное хозяйкой. «А в ресторане заказать для вас дорого?» – последовал вопрос. «Для нас день рождения – семейный праздник», – с достоинством проговорила Галина, а приготовила ей любимое блюдо Матвея. «Матвей, так ты любишь окрошку?» – удивленно и пренебрежительно протянула Ирина. «Деревня!» Матвей только глупо улыбался и хлопал глазами. «А это у вас что, пирожки? Вы их сами испекли?» – продолжала девушка. «А вы знаете, что выпечку есть вредно, и на фигуру это плохо влияет. Я вот за здоровую пищу. Салатики, овощи там всякие. Ну, максимум еда из ресторана. Там всегда вкусно, хоть и дорого. А у вас что-то простовато. Я ожидала другого приема». Это уже к Матвею. Тот продолжал глупо улыбаться и что-то лепетал. Галина сына просто не узнавала. Буквально через неделю сын пришел к ней, сияя, словно рождественская елка. «Мамочка, поздравь меня. Ирина согласилась выйти за меня замуж. И с этим тебя поздравлять? Мне кажется, тут посочувствовать надо», — попыталась пошутить Галина. «Ты что, это лучшая женщина в моей жизни. Она такая красивая, целеустремленная. У нее такие планы. Ирина хочет свадьбу в ресторане «Кредо». К слову, самый дорогой ресторан в городе. А потом медовый месяц на Бали. «А сам-то ты, сынок, чего хочешь?» Горько улыбнулась мать. Но сын ее не слушал. Он увлеченно рассказывал о планах и мечтах его невесты. Галина узнала, что сама Ирина родом из какого-то глухого села, а здесь, в городе, всего добилась сама. Как позже оказалось, всего – это однокомнатной съемной квартиры пополам с подругой и место кассира в супермаркете. Мать пыталась открыть сыну глаза на истинную сущность его невесты, но Матвей ее просто не слышал. Все его мечты и разговоры были только о Ирине. Вот и сегодня. Ирина не брезговала пользоваться информацией в своих интересах и очень больно уколола женщину тем, что для нее было святым. Этой девчонке было не понять, что Матвей для нее был гораздо больше, чем для иной женщины родной ребенок. Всю себя она вложила в этого мальчика. И вот сегодня получила благодарность. На улице темнело. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. «Пора домой», — грустно подумала Галина. «Пока это еще мой дом». Она медленно подошла к подъезду и увидела, что в ее квартире горит свет. Неужели забыли выключить? Или молодые уже заселились? Горько подумала она. Женщина устало зашла в квартиру и остановилась у порога. Прямо на проходе стояли сумки Матвея. «Сынок!» — воскликнула женщина. «Что случилось? Ты один или...» «Один, мамочка. Конечно, один. Ты прости меня за сегодняшний вечер. И за день рождения прости. Знаешь, когда ты ушла, Ирина начала разговаривать со своей матерью так, будто меня здесь нет, будто они уже продали нашу квартиру и купили другую, где Ирина хозяйка, а нам с тобой там места нет.
Зачем мне женщина, которая не ценит мою мать, самую лучшую в мире? Я думала, она тебя околдовала. Тихо проговорила Галина. Да, а чары пропали полностью, когда я начал собирать сумки. Тогда уже Ирина, не стесняясь, рассказывала мне все, что думает о нашей семейке. И жлобы, и неумытая интеллигенция, и не оценили ее благородных порывов и стремлений. Как же хорошо, что я не успел на ней жениться, поежился Матвей. В этот вечер мать и сын еще долго сидели на кухне, пили чай и смеялись. Их жизнь, наконец, входила в прежнее русло. И только Ирина в своей съемной квартире кусала локти. Опять придется отложить мечты о красивой жизни до лучших времен и выходить на кассу в супермаркет. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.